Очень быстрый и очень вкусный пирог к чаю. Меня покорил его вкус. Это настолько гармонично, сочно и при этом никакой возни. Готовится пирог из самых простых продуктов за считанные минуты. Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для теста понадобится 2 мандарина. Предварительно я их очистила от кожуры и теперь делю на дольки и бросаю в удобную посуду. К мандаринам добавляю 2 куриных яйца. У меня категория отборная. С помощью блендера эти 2 ингредиента соединяю и довожу до однородности. За счет того, что я это делаю с помощью именно блендера, процесс занимает буквально 1 минуту, не более. Как только вы увидите, что масса стала однородной, все готово. Далее воспользуюсь ситом и процеживаю содержимое. На данном этапе нам нужно избавиться от всех шкурок мандаринов, чтобы впоследствии пирог не горчил и чтобы эти шкурки ни в коем случае не попали в тесто. После этого добавляю в миску 100 грамм сахара, это 5 столовых ложек без горки. Также для приятного вкуса и аромата добавлю пакетик ванильного сахара, у меня 10 грамм. Следом 100 грамм растительного масла без запаха. Это полстандартного стакана. Также понадобится чистая холодная вода. Взяла 280 мл. Далее следует просеять в миску муку. Берите 280 грамм. Это 14 столовых ложек без горки. Вместе с мукой обязательно просеиваю 2 чайных ложки разрыхлителя. Это 10 грамм. Кстати, по желанию в тесто можно добавить щепоточку соли. Я просто забыла, но в принципе даже не по желанию, а нужно это сделать для баланса вкуса. Ну и теперь с помощью венчика все ингредиенты нужно смешать до однородности. Избавляемся от всех комочков. Тесто должно получиться гладким. Оно будет в меру густым, именно так и должно быть. Как только вы увидите, что масса стала однородной, можно добавить цедру мандарина. Она сделает тесто еще более ароматным. Старайтесь снимать только оранжевую часть цедры, так как белая горчит. В итоге получится где-то пол чайной ложечки цедры. Этого вполне достаточно для приятного вкуса и аромата. На этом этапе снова все смешиваю до однородности, чтобы распределить цедру. Буквально несколько минут и все готово. Осталось подготовить непосредственно мандарины. Несколько спелых вкусных мандаринов очищаю от кожуры. Затем уже очищенные мандаринки разрезаю на 2 половины. В моем случае для пирога понадобится 9 половинок мандаринов. Запекать пирог буду в небольшой форме, дно которой выстелила кусочком пергамента. Теперь на этот лист высыпаю и распределяю небольшое количество муки, буквально 10 грамм. Также понадобится 10-15 грамм сахара. Высыпаю его сверху на муку. Затем беру уже подготовленные половинки мандаринов и кладу срезом вниз. У меня форма небольшая, размер 18 на 19 сантиметров. Как вы видите, помещается 9 вот таких половинок. Обожаю пироги с сочными фруктами, и этот не исключение. Ну что, осталось взять приготовленное тесто и вылить в форму. За счет того, что оно в меру густое, ложится это тесто и растекается очень хорошо по всей форме. Этого и его количества хватает, чтобы закрыть все половинки мандаринок сверху. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Запекать такой пирог буду 35-40 минут. Режим духовки вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. И вот по истечении ровно этого времени мой пирог абсолютно готов. И да, это очень ароматно. Пирог прекрасно пропекся, поднялся и подрумянился. Буквально 10 минут для остывания, затем обязательно разрезаем. По истечении этих самых 10 минут прохожу по краю формы кончиком ножа, а затем с легкостью переворачиваю пирог на разделочную доску. Снимаю пергамент, на котором он запекался. Именно за счет пергамента ничего нигде не подгорело, мандаринки выглядят сочно и очень аппетитно. По желанию сейчас можно присыпать пирог небольшим количеством сахарной пудры. Режется он просто великолепно и уже не терпится его поскорее попробовать. Очень сочный, нежный, воздушный, легкий и сбалансированный вкус. И поэтому я вам рекомендую такой пирог к чашечке чая или даже молочка. Попробуйте, действительно очень вкусно. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео, как и размер формы, в котором я его запекала.
Буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Желаю вам всего хорошего. Готовьте с удовольствием.